Добрый день. Вы знаете, всегда были интересны нам многогранные личности, которые являются творцами во многих направлениях. И что самое удивительное, это у них зачастую получается очень здорово. Обычно говорят, когда человек многостаночник, то у него вроде бы много векторов, но нигде ничего не сходится, ничего не получается. В данном случае это далеко не так. Речь пойдет об известнейшем американском рок-исполнителе, певце, сценаристе, лидере группы, актере. Вашему вниманию Ди Снайдер. Ди Снайдер – это человек нью-йоркский. Он родился в Нью-Йорке в 1955 году. А я вам скажу, что в Америке нью-йоркцы – это особые люди. Именно уроженцы Нью-Йорка. Потому что они всегда себя считают выше всех остальных. Они себя считают самыми дерзкими, самыми талантливыми, самыми умными, самыми продвинутыми. Но, объективно говоря, в чем-то тут есть и правда, потому что Нью-Йорк – это невероятный культурный котел разных этносов, народов, понятий, культур, который, в общем-то, и позволяет рождаться и появляться вот таким вот людям, как Ди Снайдер. Папа у него был полицейский по одной версии, как он сам писал, но другие говорят, что в судебных органах работал. Ну, не важно. Важно лишь то, что папа был очень строгий. И так, держал в узде своего ребенка до определенного момента, пока юный Даниэль, а он был рожден как Даниэль, псевдоним Ди он позже взял, не начал бунтоваться, потому что его вошла в голову музыка групп Beatles, Kiss и всех остальных, как все подростки. В общем-то, эти подростковые моменты бунта у него переросли в творческий процесс. Он начал писать тексты, которые связаны вот именно с моментами подростковой жизни, неразделенной любви, проблемами в взаимоотношениях, поиском друзей, отношением к родителям. Но это все было всегда, вы знаете, понятно подростковой аудитории. Но помимо подростковой, эту музыку еще слушали и взрослые. А взрослые воспринимали ее именно как драйв своеобразный. Но до драйва еще дело не доходило. Даниэль именно мыкался в поисках собственной группы, но ничего у него не получалось. Все проекты были недолговечные и, как вам сказать, не имели никакой перспективы. Но тут случайно подвернулась группа некоего гитариста Джей Френча под названием Twisted Sister, в которую нужен был вокалист. И вот наш Даниэль, ставший Ди Снайдером, вошел в эту группу в 1976 году. Как оказалось, Джей Френч непростой гитарист. В свое время он играл в группе с лидерами, тогда они еще не были лидерами группы Kiss, Джином Симмонсом и Полом Стэнли. То есть в определенных музыкальных кругах Нью-Йорка его, конечно, знали. Но тоже не складывалось. Знать-то знали, но никакого коммерческого выхлопа, извините за выражение, это не давало. А вы знаете, что вот есть тут очень сложный момент. Это творчество и коммерция. Можно биться головой об стену хоть 100 тысяч раз, денег это не добавит. В данном случае была такая же ситуация. Почему у Ди Снайдера самый главный момент, это он часто подчеркивает, это вера в себя. Вера в свои силы, вера в свои способности. Он говорит сейчас уже, что они были в такой, извините за выражение, заднице, что у них не получалось буквально ничего от бессилия. Но тем не менее вера давала возможности проводить те же репетиции, и они упорно шли к своей цели. Пока это получается вообще интереснейшая ситуация. Они не стали одной из лучших концентрирующих групп Нью-Йорка. Ихние концерты пользовались огромным спросом.
Хотя в конце 70-х музыка была совершенно другой. А музыка Twisted Sister, которая замешана была на панк-роке и на хард-роке, с такой интересной подачей. Если вы увидите макияж Ди Снайдера, это, наверное, что-то ужасное. Поэтому ни одна фирма грамзаписи с ними не хотела подписывать контракт. Их называли смесью New York Dolls и Sex Pistols с какими-то хардовыми вкраплениями. И продюсеры их разворачивали. Когда Ди Снайдер говорил, вы понимаете, у нас на выступлениях очередь выстраивается за билетами. И это была правда. Нью-Йоркская публика, особенно в районе Лонг-Айленд, откуда Ди Снайдер родом, буквально штурмовала их концерты. И он говорит, вы понимаете, мне было 23 года, и только-только пошел финансовый накат, потому что пошла хорошая денежка. Выступление есть, а известности никакой, потому что это была локальная известность клубная, а любая группа, особенно в то время, вы понимаете, должна была выпустить пластинку. Пластинка это был верный признак того, что ты достиг успеха. А продается она или нет, это уже дело 20-е. Но в данном случае это, конечно, было очень важно. И вот кто-то ему посоветовал, по легенде один из английских фотожурналистов, который побывал на их концерте в Нью-Йоркском клубе, сказал, Ди, а почему бы вам не попробовать поехать в Англию? И вы со своей подачей, с вашим этим глэм-роком, в таком стиле, я думаю, с такой провокационной текстовкой в Англии подойдете. И с вами кто-то обязательно заключит контракт на выпуск пластинки. Но проблема была в одном, что как раз в тот момент у группы был период полной финансовой пропасти. Денег не было вообще. Концерты концертами, все куда-то отдавалось, все куда-то проедалось. И настал период, что их перестали даже в Нью-Йорке особо приглашать. И тогда Ди Снайдер рискнул. А риск это в его стиле. Он собрал необходимую сумму денег по всем родственникам, друзьям, знакомым, что называется под честное слово. И группа выехала в Англию. Вы знаете, эта авантюра закончилась определенным успехом. С ними подписали контракт после долгих мытарств на пластинку, и она вышла. Пластинка вышла, значит, альбом пользовался определенным успехом, и Ди Снайдер наконец-то себя почувствовал человеком. Тут же пошли приглашения на различные фестивали. Как концентрирующая группа они были всегда очень сильны. Раз им даже помог знаменитейший Лемми из Motorhead, о котором у нас есть ролик. Потому что группу хотели на одной из площадок просто фанаты уничтожить за их внешний вид, за макияж Ди Снайдера. Но Лемми сказал перед выступлением пару ласковых слов, и группу приняли на ура. Да вы их увидите. Они очень драйвовые, очень здорово играют. Особенно, вы знаете, первый альбом это так, а вот ихний третий альбом Stay Hungry 1984 года и альбом 1985 года Come Out and Play это были уже хитовые. Twisted Sister писали в журналах, Twisted Sister приглашали на все площадки. И тут говорит Ди Снайдер, что у него сорвало крышу. Он стал заносчивым, ну как же, стал рок-стар. Начались проблемы с женой, начались проблемы с коллегами по группе, музыкантами, потому что начали тянуть одеяло друг на друга. Кто главный, а кто главнее. И это все, в общем-то, творчеству аж никак не способствовало. Но вы знаете, иногда фартовым людям помощь приходит извне. А тут помощью случилась очень казусная ситуация, которая нашла отображение во многих музыкальных историях. И она, самое главное, правдивая. 19 сентября 1985 года Ди Снайдер выступил в Сенате
в защиту своей музыки. Все дело в том, что одна из жен влиятельного человека по имени Эл Гор услышала случайно, как ее дочка слушала музыку Принца. А Принц у нас тоже был ролик о музыканте, выдающемся музыканте. И, в общем-то, она там услышала одну песню, где поется о мастурбации. Притом, юная леди делала мастурбацию, получала от этого удовольствие, и мама, как услышала, что слушает дочка, просто схватила за голову. Ё-моё! И тут, что называется, понесло. Она собрала других влиятельных родителей, и родители начали возмущаться. Составили список из первых попавшихся 15 групп песен. И туда, как назло, попало Twisted Sister. Тоже с одной песней. Я вам скажу, что у Ди Снайдера тексты переполнены вот этими бунтарскими штуками, всякими фантазиями подростков, сексуальными. Но это все кажется невинно, но тут люди просто всполошились. Что это слушают дети? И вот дошло до того, что вызвали в Сенат, создали цензурный комитет. И в Сенат пришли самые известные, вернее, очень скабрезные люди, помимо Ди Снайдера, очень интереснейшие, уважаемые, из музыкантов я имею в виду. Это Фрэнк Заппа, о котором у нас был ролик. Вы знаете, этот человек в особом представлении не нуждается. И вот Фрэнк Заппа, еще кантри-певец Джон Денвер выступили в защиту рок-музыки. Все ждали, что Джон Денвер, это ж свой парень, кантри-певец, он нам близок. А он сказал: вы знаете, что ваши методы борьбы с музыкой похожи на методы фашистующей Германии. А такое заявление в Соединенных Штатах воспринимается очень как это. И немножко попустило. Да, начали лепить на диски пленочку такую, что запрещенная лирика используется, то есть ограничение по возрасту. Но тем не менее, выступление Ди Снайдера сочли блестящим. И что самое интересное, никто не думал, что этот расхристанный такого вида человек, вы видите, может так грамотно выступать. Но сам Ди говорит, что я парень же непростой. Вы не думайте, что рокер. У меня, в отличие от многих рокеров, еще и мозги присутствуют. Что он доказал своей культовой книжкой «Курс выживания для подростков». Эту книжку опубликовал журнал «Ровесник» частично в 89-90-х годах. Я вам скажу, что она на сегодня переиздавалась несколько раз на русском языке. Это одна из лучших книжек для ваших детей. Почитайте. Хоть это пишет и рокер, но именно подача самого материала, живость изложения и факты, которые он приводит, заставляют книгу относиться с уважением. Даже прошло столько времени, я вам скажу, она не устарела. Моментами так вообще блестящее изложение, как для подростков, так и для их родителей. Очень рекомендую вам, очень. Курс выживания для подростков. Притом он пишет как со стороны родителей, так и со стороны детей. Очень интересный срез. Почитайте. Так вот, Ди Снайдер чем удивляет? Ему уже 66 лет. Но на сегодня он скачет по сцене как угорелый. Он полон сил. У него 4 детей. Он очень активный. Его последние альбомы показывают, что он в прекраснейшей форме. Драйвовые альбомы, такие роковые. Поэтому он говорит: все дело, ребята и господа, вера в себя. Поэтому я думаю, что нравится моя музыка, не нравится, но как личность, как человек он состоялся и показал для многих возможности, которые существуют, но которыми мы с вами не пользуемся. Поэтому приятных вам прослушиваний. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.